возникнуть какие-то варианты вирусов, с которыми человек никак не может справиться и вымрет. Это самая опасная инфекция, которая существует вообще у человечества. Она дает стопроцентную летальность. Люди имели его и заболевали этим вирусом, скорее всего, и в доисторические еще времена. Анатолий Альтштейн, российский вирусолог, доктор медицинских наук, один из авторов Большой российской энциклопедии, главный научный сотрудник НИИ Гамалеи, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Медицинского университета имени Сеченова. Седьмая волна ковида. Начиная с июня месяца пошла последняя волна по миру, и во многих странах началось повышение заболеваемости. В большинстве стран оно было не таким уж значительным, если сравнивать это с заболеваемостью, которая зимой обнаруживалась. Но в каких-то странах она была довольно значительной. Ну, в Японии, например, эта вспышка выше, чем вот та вспышка, которая идет сейчас, она выше, чем та, которая была у них зимой. Правда, точных данных, какой вариант, скорее всего, я думаю, что этот BA.5, но точных данных у меня на этот счет нет. И постепенно вот этот вариант BA.5 и его другие варианты, они начинают действовать во всех странах постепенно, почти во всех странах. В том числе дошло дело и до России. Значит, последние несколько дней в России наблюдается повышение заболеваемости, и возможно, что это действительно будет очередная волна в России, но предсказать точно, какой она будет интенсивности, довольно трудно. В большинстве стран она не такая уж сильная по сравнению с той, которая была зимой. Думаю, что у нас тоже, скорее всего, она не будет такой уж сильной. Если эта волна действительно будет развиваться и не остановится в ближайшее время, то она примерно должна продлиться, так можно предполагать, по сравнению с другими странами, примерно до конца августа. Ну, что нам делать с этой наступающей волной и вообще, что нам делать с омикроном? Те противоэпидемические меры, которые принимались во всем мире, надо сказать, что они, конечно, помогают и оказывают свое влияние. Это и ношение масок, это и дистанцирование, мытье рук, изоляция. Эти все меры помогают, но, скажем, так, как они помогли в Китае, там было очень мощное подавление с помощью противоэпидемических средств, с помощью локдаунов, мощное подавление эпидемии. Конечно, в других местах такой подход подобного результата не дал. И, конечно, вот в такой эпидемии главная нагрузка и главная задача заключается в том, чтобы сделать вакцины и применять эти вакцины. Поэтому такие вакцины были в 2020 году сделаны, целый ряд вакцин был сделан. И в числе первых вакцин была вакцина, которая была сделана в России, «Спутник Ви». Эти вакцины показали очень хороший эффект против уханского вируса и варианта альфа. Они давали там защиту примерно в 90-95% случаев. Это, конечно, было очень радостно, но дальше стало ясно, что этот иммунитет после вакцинации длится не так уж долго. Буквально через 3-4 месяца он снижается. Через полгода иммунитета уже очень мало. Низкий уровень иммунитета. Более того, оказалось, что варианты, которые пошли, вот после альфа уже пошли, вариант дельта, он уже менее чувствителен, в меньшей степени защищает от этой вакцинации. А что касается омикрона, то омикрон еще менее чувствителен к защитному эффекту вакцины. Однако, конечно, уже говорить о цифрах в 90% защиты не приходится, однако какую-то защиту эти вакцины дают и от заражения, но в небольшой степени, конечно, от заражения. А вот что они снижают тяжесть заболевания и снижают смертность, и таким образом летальный эффект этого вируса, это определенно. Вот сейчас мы располагаем только теми вакцинами, которые были созданы в 2020 году. Они не так совершенны, как хотелось бы. Однако их нужно применять. В том числе, конечно, хорошо оправдавшую себя
вакцину на основе спутника. Как мы можем представить себе механизм вот этой длинной эпидемии, которая длится уже больше 2 лет, уже почти 2,5 года. Ясно, что вирус заражает людей, люди заболевают, мы боремся с ними с помощью противоэпидемических мер, с помощью вакцин, а также защита у людей наступает, когда они заражаются вирусом, значит, определенный иммунитет развивается. То есть есть противоэпидемические меры, есть иммунный механизм, который защищает от заражения. Однако есть еще, конечно, еще один механизм, о котором раньше обычно не принято было особенно и говорить, но вот здесь он ясно намечается. Это механизм биологический. Когда вирус вот такого типа, как коронавирус, начинает размножаться, он подвергается большому количеству мутаций. В результате каждая частичка, которая возникает, она имеет свои мутации. Это нельзя выявить прямо при определении последовательности нуклеотидов в геноме. Такое определение называется секвенированием. Просто если вы берете вирус и выделяете из него нуклеиновую кислоту и секвенируете ее, вы не видите большой разницы между вирионами. Они как бы одной массой выступают. На самом деле, если каждую частичку отдельно проклонировать, то есть получить потомство одной частички, то такие различия, конечно, должны обнаружиться и должны, конечно, возникать. И вот вы понимаете, когда идет вот такое вот заражение раз за разом, вирус пассируется от одного человека к другому, от него к третьему, четвертому и так далее, постоянно идут мутации, которые влияют на вирусный геном, то вы наблюдаете не только варианты, которые усиливают свое размножение и вызывают вот эти волны, которые мы наблюдали, но эти мутации вызывают также общее ослабление способности вируса размножаться, способности вируса вызывать вот такой эпидемический процесс. Мне думается, что именно этим связано такое волнообразное течение. Вот появился вирус, он заразил людей, он начал размножаться, геном его подвергается мутациям, постепенно эти мутации накапливаются. Они такие, что называется, неспецифические мутации, они в разных местах генома. Значит, у вируса снижается патогенность, это понятно, но также у естественного отбора возникают трудности в связи с тем, что большинство вирусных частиц повреждаются этими мутациями, и сама заразность вируса тоже несколько снижается. И вот в результате мы имеем сначала подъем волны, потом спуск волны. Потом возникает новый вариант, который выправляет вот эти изменения, происшедшие в результате мутаций, и мы имеем новый подъем волны. Вот это идет вот таким образом. То есть здесь еще очень важен в эпидемии вот такой биологический механизм. Повреждение вируса мутациями. Это не имеет такого практического значения, но помогает понять, как идет инфекция, имеет определенное прогностическое значение. Какой здесь возможен прогноз? Через некоторое время в результате вот этого постоянного повреждения генома и защиты со стороны естественного отбора, потому что естественный отбор все время отбирает наилучшее для вируса, тем не менее происходит снижение его заразности, и постепенно мы получим через какое-то время, может быть, это займет еще год-два, но мы получим такой вариант этого вируса, который будет мирно жить с человеком. Грипп. Конечно, ковид не единственная инфекция в мире, которая есть. Мы просто сейчас это пандемия, очень огромное количество заболевших, большое количество умерших людей, поэтому мы сосредоточены на этой проблеме. Но есть, конечно, и другие инфекции. Конечно, есть и грипп. Грипп никуда не делся. Он понемножку он был, конечно, и в 2020 году, и в 2021 году, и в 2022 году. Предполагается, что будет нарастание гриппа. Время от времени идут сезонные подъемы вируса. Обязательно, чтобы была такая вот пандемия с таким мощным заражением, как это вот у коронавируса, это совсем не обязательная вещь. И думаю, что, может быть, так и не будет. Что касается возможного взаимодействия между этими вирусами, то оно, конечно, значительным быть не может, это взаимодействие. Потому что одновременно болеют и заражены одним и другим вирусом относительно небольшое количество людей. Если брать процент заболевающих среди населения, это небольшое количество, поэтому совместная инфекция гриппа и ковида возможно, вполне возможно, но это нечастое явление.
большого практического значения это вряд ли будет иметь. Если два вируса размножаются в одном организме, они чаще всего, вот такие как ковид и грипп, они вступают в конкуренцию и вырабатываются защитные вещества. Один тип этих веществ изучен довольно хорошо, это интерфероны. И эти интерфероны защищают клетки организма от самого этого вируса и от других вирусов. Поэтому здесь возможны и такие взаимодействия. Генетические взаимодействия между коронавирусом и гриппом тоже не могут быть полностью исключены, но, в общем, достаточно маловероятны. Противовирусные средства. Значит, что касается лечебных препаратов против ковида, действительно было предложено очень много лекарств, с самого начала были предложены лекарства. Они были предложены по какому принципу? Какое-то из лекарств помогало при лихорадке Эбола, это тоже вирусное заболевание. Какие-то лекарства помогали использовались для ретротерапии, для терапии ВИЧ-инфекции. Какие-то при малярии использовались. И вот эти лекарства брали и использовали. В конечном итоге пришли к выводу, что лекарства эти неэффективны. Для того, чтобы убедиться, что лекарство эффективно, оно должно быть исследовано двойным слепым методом. Это значит, что вы должны иметь препарат, который вы изучаете, и вы должны иметь плацебо, который по виду будет упаковано, расфасовано так, чтобы оно нисколько не отличалось от изучаемого препарата. Лечите людей этим препаратом, и одновременно другим людям больным вы даете плацебо, и не знает об этом ни врач, ни больной, кто получает из них испытуемые препараты, кто получает плацебо. И потом вы видите разницу между действием плацебо и действием изучаемого препарата. Вот такой двойной слепой метод дает очень хорошие результаты. И надо сказать, что если не использован как надо такой двойной слепой метод для определения активности вещества, то это вещество не может считаться проверенным лекарством. В большинстве случаев эти лекарства, которые предлагались у нас, они вот таким надежно двойным слепым методом проверены не были. Сейчас мы имеем одно лекарство в Соединенных Штатах, Паксловид, оно называется, которое было проверено вот таким двойным слепым методом, и наблюдали довольно хороший эффект в отношении летальности. То есть это лекарство довольно хорошо четко снижало смерть, количество смертей, связанных с этим ковидом. Испытания этого лекарства проводились в период дельты. Насколько хорошо оно действует вот на заболевание, вызываемое микроном, достаточно данных еще пока я не видел, но, скорее всего, оно действует. Я думаю, что это лекарство будет действовать на разные варианты коронавируса. Тем не менее, я должен сказать, что я по цифрам не вижу особого влияния. Там уже применяется этот Паксловид, но я не вижу особого влияния на летальность. Летальность в Соединенных Штатах выше, чем она, скажем, в Европе, где это лекарство еще практически не применяют. Лекарства такие же разрабатывались против гриппа, и такие лекарства есть, и их применяют. Их эффективность, я бы сказал, не очень высокая. Оспа обезьян. Мы имеем дело уже не только с ковидом, и не только думаем о гриппе, но мы получили чрезвычайную ситуацию в отношении заболевания, которое называется оспа обезьян. По этому названию можно было бы считать, что это вирус, который есть только у обезьян, человеку передается от обезьян, но это не так. Это вирус эндемичный. Эндемичный, значит, постоянно встречается в некоторых районах Африки. Он в основном, его носителями являются грызуны африканские, от них заражаются обезьяны. Человек может заразиться от грызунов, может заразиться от обезьян. Вирус этот, когда передается от животных человеку, он ведет себя как довольно опасный оспенный вирус, похожий на вирус натуральной оспы. Это вирус из той же самой группы, родственник искорененного международной медициной
вируса натуральной оспы. Когда он передается от животных, он довольно часто может, нередко может вызвать заболевание смертельного характера. Летальность его составляет примерно в разных вспышках от 1 до 11%. И есть два варианта этого вируса. Один вариант так называемый западноафриканский, другой центральноафриканский. Западноафриканский менее патогенный и летальность ниже, а центральный африканский более опасен. Вот тот вирус, который распространился сейчас по миру, это западноафриканский вариант. Раньше было известно, этот вирус у людей был обнаружен, как возбудитель заболевания людей был обнаружен в 1970 году, и после этого наблюдали вспышки этого заболевания в Африке. Они, как правило, небольшие и относятся к числу самоликвидирующихся инфекций. Когда этот вирус передается от человека к человеку, постепенно его заразность, патогенный эффект снижается, и где-то до 80 пассажей он может еще существовать, потом прекращается заражение людей. То, что мы получили в этом году, носит, конечно, совершенно такой необычный характер. Такого распространения этой болезни вне Африки до сих пор не было. На эпидемиологические особенности этой вспышки повлияли такие случайные обстоятельства. Первые двое людей, которые приехали из Нигерии в Европу, люди, относящиеся к людям с гомосексуальной направленностью, и для них характерны такое организованные такие мероприятия, большая смена партнеров, и в результате, так сказать, именно в этой среде по всему миру этот вирус распространился под 10 тысяч случаев. Цифры называют разные, но вот это примерно так. Болезнь эта, особенно когда она уже передается от человека к человеку, она не является смертоносной. Вот сейчас я слышал об одном случае смерти в Бразилии. Это на несколько тысяч таких заболевших людей. И кроме того, этот вирус отличается низкой заразностью. Это значит, нужен тесный контакт между заражающим и заражаемым. Что касается необходимости сексуального контакта, сексуальный контакт сам по себе не имеет такого большого значения, но важно, что там люди сближены и легко передают, так сказать, этот вирус при поцелуях, и воздушно-капельным путем, и в общем, при тесном контакте. Если говорить об этой ситуации с оспой обезьян, то Всемирная организация здравоохранения учла, что заболевание произошло в 72 странах. Вот такое широкое распространение вызывает всегда большое напряжение, и поэтому эта ситуация объявлена чрезвычайной ситуацией. Ну, пандемии ее все-таки еще не обозначают, но то, что она объявлена чрезвычайной ситуацией, заставляет противоэпидемические органы всех стран напрячься, отслеживать этих больных, изолировать этих больных. Главный способ здесь, конечно, повлиять на эпидемию – это изоляция больных. Что касается вакцины, то в некоторых странах, где там сотни случаев идут в довольно определенной среде людей, то там поговаривают о вакцинации. В качестве вакцины может быть использована та вакцина против натуральной оспы, которая была использована для ликвидации натуральной оспы в мире. Она эффективна и вполне может защищать. Кроме того, поскольку вакцина, которую использовали до 1980 года, она все-таки отличается довольно высокой реактогенностью, и сейчас вряд ли ее будут особенно использовать, тем более, что за последнее время разработаны варианты такой вакцины. Для целей генетической инженерии разрабатывалось это также. Варианты вакцины, которые отличаются очень низкой способностью вызывать побочные
эффекты. Такие вакцины есть, основы таких вакцин разработаны также и в России. В широких масштабах вакцинация ни в коем случае здесь не нужна, а для небольших контингентов такая вакцина может быть достаточно быстро приготовлена. Бубонная чума. Помимо вирусных инфекций, человечество сейчас тревожит и инфекции бактериальные. Но среди таких инфекций всегда на первом месте самая большая угроза – это именно чума. Чума – это вообще заболевание, которое вызывается бактерией, и эта бактерия живет в грызунах, в таких сусликах, сурках, вот в такого рода грызунах в определенных местах есть природные очаги этой инфекции, и людям она передается через блох. Значит, блохи кусают человека, имеющий эту бактерию, и человек заболевает чумой. Для того, чтобы заразить следующего человека, как правило, все-таки нужно, чтобы опять были блохи. Когда эта инфекция свирепствовала по всему миру, носителем этой бактерии были крысы, и были блохи соответствующие. То есть здесь достаточно сложный эпидемиологический механизм для распространения этой инфекции. Поскольку сейчас ситуация сильно изменилась, гигиенический уровень мира совсем другой, то бубонная чума в этом плане как бы менее страшна. Но бубонная чума может сравнительно легко перейти в легочную чуму. А вот легочная чума уже может распространяться без блох. Это самая опасная инфекция, которая существует вообще у человечества, потому что она дает стопроцентную летальность. Однако надо сказать, что сейчас есть антибиотики, которые действуют против бактерий чумы, и поэтому вряд ли это будет вот такая же ситуация, как в средние века. Но до легочной чумы еще дело, как говорится, не дошло. Сведений о том, что где-то появилась легочная чума, таких сведений нет. Кроме того, есть, конечно, и вакцины против чумы. Вот здесь, если где-то возникнет такой очаг чумы, то вакцинация будет, конечно, очень важной. И изучение этих бактерий на чувствительность к антибиотикам и как можно более быстрое применение этих антибиотиков в случае заболевания человека. Холера. Кроме чумы есть и другие эпидемические заболевания, конечно, бактериального происхождения. И среди них очень важное место занимает холера. Это заболевание, возбудитель которой холерный вибрион, был открыт Робертом Кохом, великим микробиологом в конце XIX века. Это заболевание эндемично в Индии, и там часто очень возникают заболевания холерой. Существуют вакцины противохолерные, есть антибиотики, которые подавляют этот возбудитель. И кроме того, показано, что очень важным механизмом смерти от холеры является обезвоживание организма. И это обезвоживание нельзя компенсировать, если человек просто пьет воду, а ему нужно вводить физиологический раствор именно внутривенно. И если этот подход применяется, то, конечно, некоторое количество людей, сравнительно небольшое, может умереть от такой молниеносной холеры, которая длится там сутки. Это бывает. А большая часть людей болеет достаточно долго, чтобы успеть применить к ним современные методы лечения. И в этом случае холера становится совсем не таким уж опасным заболеванием. Полиомиелит. Среди других вирусных заболеваний, с которым человечество сейчас активно борется, вот имеется этот детский паралич, полиомиелит, который был большим бичом и в XIX веке, и особенно в XX веке. И этот вирус, это вирус древний, люди имели его и заболевали этим вирусом еще скорее всего, в доисторические еще времена, но, по крайней мере, есть документации, есть изображение египетского ребенка, который явно болен полиомиелитом. Полиомиелит, который был
как бы зарегистрирован еще где-то 1500 лет до нашей эры. Значит, это вирус очень своеобразный. До нас он дошел и вызывает эпидемии в таком вот необычном виде. Вот в подавляющем большинстве дети, которые заражаются этим вирусом, они не болеют. У них нет вообще никакой симптоматики. Он бессимптомно этих детей заражает. Но изредка примерно от 1 до 0,1% вот таких зараженных людей, они дают симптомы полиомиелита. Полиомиелит – это значит воспаление серого вещества спинного мозга. Вирус проникает в спинной мозг и дает вот такую вот тяжелую клиническую картину. Примерно 50% людей, давших клиническую картину, у которых повышается температура, есть другие симптомы полиомиелита, и примерно 50% остаются инвалидами. Чаще всего это паралич, который касается нижних конечностей. Иногда это могут более тяжелые поражения. И руки могут быть, и грудные мышцы могут быть поражены. И в этом случае это может вести к смерти. Или человек остается должен постоянно быть в аппарате дыхательном. В общем, это заболевание очень тяжелое, но вот у него есть такая особенность. На одного заболевшего 100, 200, 500 до 1000 детей заболевают и совсем это не чувствует. Это связано с такой особенностью полиомиелита. Он размножается в лимфатических узлах в глотке и в кишечнике. Поступает в кишечник, заражение через грязные руки, контактные, через пищу, напитки, то есть оральный способ заражения. И дальше вирус размножается в лимфатических узлах и появляется в крови. И вот это само по себе не дает никакой особой клинической картины. А изредка он проникает через гематоэнцефалический барьер. Это значит барьер, который как бы защищает мозг и отделяет его от остального организма. Очень редко этот вирус проникает через этот барьер, и тогда мы получаем вот эту необычную тяжелую картину. В 50-е годы были предприняты огромные работы по созданию вакцин, и была создана инактивированная вакцина Солка и живая вакцина, которая была сделана Альбертом Себиным. Живую инактивированную вакцину начали сразу использовать, она показала хороший эффект. Но она не защищает, инактивированная вакцина плохо защищает кишечник. Люди вакцинированные могут, тем не менее, быть носителями вируса. Живая вакцина обладает способностью защитить кишечник, но у нее своя есть, свой недостаток. А именно, примерно 1-2 человека на миллион заболевают полиомиелитом. То есть, если обычные дикие вирусы вызывают этот полиомиелит у одного из 100, из 1000 зараженных детей, то вакцинный вирус, из которого построена эта вакцина, сделана эта вакцина, она способна вызвать полиомиелит у одного на 500 тысяч, на миллион человек. Для того, чтобы этого не было, детей предварительно вакцинируют инактивированной вакциной, а потом нужно применять живую вакцину. Надо сказать, что в 1988 году было объявлено, что была объявлена программа ликвидации полиомиелита. То есть вирусологи, которые занимались полиомиелитом, решили повторить подвиг тех, кто ликвидировал натуральную оспу. Вытеснить, убрать вирус полиомиелита вообще из природы. Но, по-видимому, эта задача оказалась исключительно трудной. План был принят в 1988 году, в 90-е годы начались активные работы в этом направлении. Главным средством была живая вакцина против полиомиелита, а в некоторых странах только инактивированная вакцина. Удалось очень сильно снизить заболеваемость. В настоящее время есть 3 серотипа этого вируса, 1, 2 и 3. Вот 2 и 3 типы практически вытеснены, и диких нету. И буквально единичные случаи остались полиомиелита, который вызывается дикими вирусами. Но тут началась другая эпопея. Вирус вакцинный
который широко применяли и применяют, продолжают применять во всем мире, он начал уходить от вакцинированного человека. Он передается другим людям, в большинстве случаев ведет себя как мирный и вакцинированный, но изредка появляются заболевания, патогенность этого вируса усиливается. В мире начались вспышки полиомиелита, вызываемого вирусом, ассоциированным с вакцинами. Значит, вот это сейчас то бедствие, которое у нас возникло. Вакцинный вирус не согласился с тем, что ему нужно быть абсолютно мирным. Произошел отбор, и появились варианты этого вируса, которые вызывают полиомиелит. И таких случаев гораздо больше, чем случаев с диким вирусом. И исчисляются они сотнями, этих случаев. И вот именно такой полиомиелит был обнаружен в Соединенных Штатах. Как был занесен туда этот вирус? Они вообще-то очень мало использовали эту живую вакцину, они большей частью ведут профилактику инактивированной вакциной. Инактивированная вакцина намного дороже, чем живая вакцина. Поэтому во всем остальном мире, в большинстве стран мира, ну, кроме Западной Европы, некоторых богатых стран, для таких вот стран более бедных живая вакцина была спасением, потому что ее можно дешево произвести в большом количестве, в том числе в России применялась только живая вакцина. Более того, именно для Советский Союз и советские вирусологи Михаил Петрович Чумаков, Анатолий Александрович Смородинцев – это были главные, так сказать, исследователи, которые и руководимые ими коллективы внесли главный вклад в то, что эта вакцина начала применяться. Они изучали особенности этой вакцины, производство этой вакцины было налажено большое. Они были первые в мире, и только после этого могла возникнуть задача ликвидации полиомиелита. Но вот хорошее сочетается с плохим. Поначалу проглядели вот эти случаи, редкие случаи полиомиелита, которые возникают у вакцинированных. Сейчас, конечно, речь идет уже о том, что нужно будет, наверное, менять вакцину, создавать новую генно-инженерную вакцину, у которой не будет такого эффекта даже в редких случаях. И, конечно, пока такая вакцина не создана, живую вакцину нужно применять в основном на фоне вакцинации инактивированной вакцины. Умрем ли мы все от вируса? Ситуация с ковидом, с гриппом создает впечатление, что мы окружены всюду этими вирусами, и что на этом фоне может вылезти что-то еще, вот вроде чумы, холеры и так далее. Это, конечно, неправильная точка зрения. Конечно, здесь дело в том, что, во-первых, эти все возбудители были, и есть, никуда они не делись. И чума, и холера в мире время от времени появляются, с ними борются. Есть вакцины, есть противоэпидемические меры. В общем, сказать, что здесь человечеству грозят какие-то большие потрясения, я думаю, что это нельзя. Ковид здесь тоже, я думаю, никаким действующим началом в появлении этих случаев не является. Могут ли вообще вирусы и бактерии просто уничтожить человечество? То есть возникнуть какие-то варианты вирусов, с которыми человек никак не может справиться и вымрет. Я думаю, что это фантастическая история. Я думаю, что такие агенты, даже если появятся агенты с очень высокой патогенностью, они будут подвержены изменчивости, и эта изменчивость будет обязательно снижать их патогенность. Кроме того, нужно учесть способность людей проводить противоэпидемические меры, делать вакцины. И человечество достаточно вооружено. Разрабатывать лекарства против этих вакцин. Я думаю, что с этой стороны гибель человечеству не грозит. Она грозит от других причин. И я думаю, что вы эти причины знаете.